Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Ева. Сегодня мы будем смотреть на колоде светлого провидца тему ваших финансов. Будем смотреть, связано ли это как-то с отношениями с мужчинами. Именно в таком ракурсе посмотрим. Вот, сегодня будет именно тема ваших денег, вашего финансового потока. Вообще, как у вас с ресурсами. Давайте сегодня разбирать эту тему. Будет, как обычно, два варианта. Настраивайтесь. Колода достаточно хорошо мешается. Настроение, вот я к вам уже подключаюсь к общему потоку, даже не к единичкам, а к двоечкам, и не только к двоечкам, да, ко всем. Достаточно такое боевое. То есть у вас, знаете, состояние такое, что вы, конечно, вот карта сразу выпадает, когда я только подумала, что вы хотите каких-то перемен. Но я же говорю, что вы как бы вот у вас такое состояние немножко, видите, вот немножечко ситуация, конечно, вас не очень устраивает, и не зря вы кликнули на этот расклад, поэтому давайте смотреть. Первый вариант. Загадывайте свою тему, ставьте вопрос, может быть, уточняющий, как вам нужно. Вот, и погнали. Значит, единички, настраиваюсь на вас. Что у вас с деньгами? Что у вас с ресурсом на данный момент? Влюбленные. Ну вот я, понимаете, вот единички, сразу я сказала, что у вас, у единичек, тема финансов сейчас на данный момент связана с мужчинами, так или иначе. То есть с отношениями с мужчиной, или вы в браке, или вы, возможно, думаете, что вот я выйду замуж, поправлю свое финансовое положение. То есть есть какой-то такой момент, да, что для вас ваше финансовое благополучие завязано на мужчину, таким или иным, ну, одним или другим образом, да. То есть, причем вот я смотрю, что это завязано на как бы, ну, достаточно большом объеме, да, то есть там на 90%, то есть большая часть. Ну да, я же говорю, что и в этом на самом деле есть как раз подвох, в этом есть как раз проблема. Карта дьявол выходит, да, и она, видите, в мужском обличии здесь карта дьявол, и мужчина достаточно такой, видите, сексапильный, харизматичный и так далее. Вот, поэтому здесь вот есть такой вот нюанс. Не знаю, сегодня что-то карта не фокусируется. Сейчас мы вот так вот сделаем. О, так, видите, вот, фокусируется камера. То есть на самом деле именно проблема в том, что то, что вы подвязали свои финансы, свое благополучие, свое изобилие и то, что вы хотите как бы в деньгах, у всех расклад общий, у всех это по-разному отыграются. Это проблема. Это проблема, и мы будем сегодня смотреть, что же с этим делать, почему так происходит, почему вы вообще оказались в такой ситуации. Давайте посмотрим, что же, почему вы так оказались. Ну, на самом деле вы думаете, что это укрепляет отношения, что это дает баланс отношениям. То есть если финансы у мужчины, или мужчина финансово как бы вас обеспечивает, или если мужчина будет вам, скажем так, вкладываться в вас много. То есть вы считаете, что это залог как бы вашего счастья, вашего благополучия. То есть, скажем так, для вас это есть норма, для вас это есть даже, скажем так, необходимая часть для того, чтобы ваши отношения с мужчинами складывались. Наверное, мы расклад назовем «Мужчины и финансы». Мне кажется, этот поток, причем, когда я только наскладывалась на поток, думала, что это будет именно мужчины и финансы, и деньги. И вот так оно и получилось, что это не только деньги ваши, а это именно связано. Понимаете, потому что вы, знаете, вот это мне почему-то идет, что вам достаточно сложно, вы можете зарабатывать деньги, кстати говоря, достаточно, ну не то что легко, но у вас есть талант, у вас есть способности, у вас есть работа, есть возможности, то есть вы не совсем, знаете, вот, который человек беспомощный, вы можете, да, то есть тут четверка пентаклей, вы можете, но вам как будто бы на какую-то, знаете, на какие-то излишества, на какое-то изобилие, на что-то экстра, вам как будто бы сложно деньги от себя отрывать, видите, вот, то есть вы как бы свое при себе хотите держать, вы хотите, чтобы повышение уровня жизни у вас шло через мужчину, вот это правильное словосочетание, вы хотите, чтобы ваши финансы росли и ваше изобилие, сейчас вы в таком положении, сейчас у вас такие мысли, что вы хотите, чтобы ваше изобилие, ваши финансовые возможности, они росли через мужчину, то есть бывают же разные этапы в жизни, когда-то женщины хотят быть независимы, они хотят, что я все сама добьюсь, я хочу сама себе заработать, сама решу, как тратить и как нет.
Понимаете, вот абсолютно карта дьявол подтверждает. А есть женщины, и вот это почему? Потому что были какие-то непростые ситуации с мужчинами, и вы какой-то урок унесли. Может быть, в детстве была, допустим, мама зависима от папы, или денег не хватало, и вы стали, знаете, такая, ну, как бы умеющая зарабатывать деньги. Но понимаете, ну вот в этом есть и в желании полностью, и как раз это рождает страх, немножко такой, знаете, оказаться без денег. И поэтому вы хотите, чтобы мужчина был, ну, как бы способным закрывать все ваши как бы потребности. И вы знаете, тут даже не сколько, что мужчина не сможет это заправить. Здесь очень много ваших страхов, здесь очень много ваших, видите, это из прошлого идут какие-то отголоски. То есть вы видели какие-то манипуляции финансами. Поэтому вы знаете, мы часто хотим того, чего боимся подсознательно, притягиваем в свою жизнь. Поэтому вы боитесь финансовой зависимости, вот, и вы умеете зарабатывать поэтому, но вам ее, естественно, хочется, потому что, чтобы, как, знаете, вот как исцелить ту травму, которая есть, исцелить ту боль, все-таки свободно и легко получать от мужчины деньги, и как бы, чтобы через мужчину у вас шло. То есть у вас сейчас идет тема проработки, скажем так, вот видите, да, пятерка жезлов. Вы пытаетесь сейчас разобраться, проработать тему, понимаете, как вот вы пытаетесь добиться в этом в жизни, как все-таки так вот, знаете, вот вы смотрите, может быть, на других женщин, там, вот там ей муж что дарит, или там, вот ей мужчины там все к ее ногам, да, я вот тоже так хочу, и вы так думаете про себя, ну вот я хочу, чтобы, как бы, вот у меня было без всякой борьбы и сложностей, а чтобы мне это приходило легко, поэтому тему денег вы сейчас пытаетесь, вот знаете, ломаете голову над тем, карта, кстати, классно, видите, вот жезлы, сегодня жезлы. Потому что, понимаете, это новые какие-то действия, вы хотите по-другому как-то переосмыслить. И неважно, в текущих новых отношениях, в будущем, неважно, в формате взаимоотношениях с мужчинами, вы хотите, чтобы финансовое строилось по-другому, и чтобы вам приходили от мужчин деньги легко. То есть такое ощущение, что, понимаете, вы, наверное, уже, может быть, уработались, вы уже достигли всех вершин, которые вы хотели. И, может быть, знаете, вы немножко устали работать или там как-то зарабатывать деньги, вы хотите, чтобы это шло от мужчин, вы хотите, чтобы как-то уже легче деньги по-женски к вам приходили, понимаете? Вот идет какой-то такой момент с вашими финансами. Давайте еще смотреть, что с вашей финансовой ситуацией сейчас. Десятка пентаклей. Ну, в данный момент, вот я смотрю, у вас, в принципе, с деньгами все хорошо. То есть не сказать, что вы бедствуете, не сказать, что, понимаете, у вас есть все, что вам необходимо, и даже чуть-чуть больше, с лихвой. То есть вы можете себя и побаловать, да, и так далее. Но вопрос-то в том, почему начался этот расклад, да, король жезлов. Вы хотите, чтобы деньги вам приходили через мужчину, и вы считаете в этом, вы видите в этом свою победу, понимаете? Вот такой вот у него жезл, ровно такой же, как у меня, смотрите, здесь дерево. Интересно, сегодня как-то так, видите, место совпало. Всегда случайности не случайны. Поэтому я же говорю, что вам хочется, чтобы через жезл приходили денежки, и вы чувствовали изобилие, ресурсность именно через мужчину. Но у вас это не получается, понимаете? У вас получается самой себе сделать достаточно неплохой уровень. Но вы хотите, чтобы уровень такой и даже больше был именно через мужчину, или через отношения с мужчиной, или то, как мужчина о вас заботился, проявлял, или какой у него был достаток. И здесь, понимаете, даже какой-то такой идет момент, что вот, может быть, кто-то, кто даже у кого были отношения с мужчинами, но мужчина мог не вкладываться в так, понимаете, он мог как бы тратить деньги или на себя, или на какие-то другие свои дела. То есть вы не чувствовали того от него вложения в отношения, которое вы хотели бы, как женщина. И здесь рыцарь мечей, да, и это как раз вот об этом, что мужчина был немножко для вас поверхностным, ну, как бы не давал ту стабильность, которую вы хотели. Вот так вот. Давайте еще посмотрим, что у вас с деньгами на сегодня. Сегодня такое спокойное море для вас словилось. Потому что ситуация с деньгами, я же говорю, что у вас, у единичек, достаточно стабильно сейчас, спокойно с деньгами. Нет такого, что, знаете, вы там бедствуете, вам нечего есть и вообще жить негде и так далее. У вас как бы есть где жить, что есть, но вы хотите просто большего. И вот я же говорю, что вы хотите, во-первых, большего, то есть в копеечку вы хотите. Но понимаете, какая бы ни была сумма, дело не в количестве. Вопрос именно в том, у единичек, в том, чтобы получать это через отношения, понимаете, через мужчину, чтобы шло. Пусть это будет 1 копеечка, но через мужчину. Вы можете сама даже в 10 раз больше заработать. Но для вас это важно, как для женщины, именно почувствовать этот момент, понимаете. Это очень, ну, это вполне такой себе, знаете, понятный запрос.
Но вот у вас стоит сейчас такая тема в проработке именно на финансов. Это вот то, что у вас на душе. Напишите, кстати, в комментариях, как вы... Ну, понимаете, ну вот видите, вам мужчины, может быть, попадаются достаточно страстные, эмоциональные, с ними можно как бы и страстям поддаться, и какие-то приключения, и путешествия, и какое-то развитие. Но вот так, чтобы этот мужчина был денежный, или так, чтобы как бы рядом с ним улучшалось ваше финансовое положение, у вас такого и сейчас нету, и, ну, как бы, наверное, какое-то время не было. Может быть, даже у кого-то и никогда. Ну да, у кого-то даже никогда такого не было. То есть вы все время в отношениях, вам приходилось, поэтому вы так этого отчаянно хотите, кстати, потому что всегда в отношениях вы как бы тянули все на себе. И вроде у вас был мужчина, но ощущение, что вам легче, не было, понимаете? Поэтому есть абсолютное желание. Вот не зря сегодня колода именно провидца просилась. Вот она прям просто сегодня идеально ложится на этот расклад и на эту тему. Я прям вот когда ее открыла, понимаете, вот очень долгий путь. И сколько бы не было у вас там мужчин, видите, вот жезлы, сколько бы не было там мужчин, вы всегда, по сути, тянули все на себе. Или из отношений вы в итоге выходили, как бы, ну, понимаете, вот вам приходилось снова все начинать с нуля или тащить все на себе. Так, ну давайте посмотрим, что же нам карта подскажет. Есть ли какой-то выход из этой ситуации? Почему? Во-первых, почему так происходит? Ну, выход, ну, видите, вам все-таки подсказывает, что когда у вас, не зря у меня на канале очень много раскладов, да, про то, как... про будущий муж, про встречу, про то, как подготовиться, про то, что мешает отношениям. Вот даже я оставлю здесь ссылочку, посмотрите, там был хороший расклад. Три шага, да, три причины, да, которые мешают гармоничным отношениям. Так вот вам, это как раз об этом. Там тоже, кстати, было про финансы. Я оставлю ссылочки, посмотрите. Обязательно посмотрите, что вам показывают, что вы можете получать финансы через отношения с мужчинами, но вам нужно эту тему, понимаете, корни глубокие, там какие-то родовые программы из детства. То есть какие-то темы, семерка пентаклей, понимаете, нужно... Там в этой теме не зря у вас есть такое желание, есть большой ресурс и есть большие возможности именно получать такое в отношениях. Но здесь нужно вам сделать какие-то шаги. Я же говорю, что здесь посмотрите расклад, проработайте. То есть у вас получится это сделать. Если вы именно проработаете тему взаимоотношений с мужчиной, то здесь проблема не в деньгах. Здесь проблема, я же говорю, вот у единичек проблема не в деньгах. Вы сами можете заработать. Проблема именно в выстраивании отношений. И если вы победите эту тему, то вы победите этот ваш запрос, понимаете? И будет мужчина с финансами, понимаете? И будет мужчина, который эти финансы вам дает. То есть вы понимаете, вот у меня была, пример приведу для всех единичек, для двоечек, оставлю потом тайп-код. У меня была одна консультация, и вот мы с девушкой общались, да, что ну, она рассказывала какие-то примеры про себя, про подругу и так далее, да, без имен, без деталей, просто вам картинку обрисую, да. И там была такая ситуация, что, ну, как бы мужчина зарабатывает, допустим, $1 000 000, да, но для любимой девушки он может потратить, не знаю, там, $100, отдать и то, так, знаете, вот, ну, возьми, ну, купи себе что-нибудь, да, еще потом заставить чувствовать себя за это виноватой. А есть мужчина, который зарабатывает, не знаю, там, $1000 в месяц, да, или меньше, или сколько угодно, неважно какая сумма, но, понимаете, ну, вот, понимаете, вот абсолютно то, что я сказала. Он будет зарабатывать 1 000 000, но вот вы будете получать вот столько и будете находиться в таком состоянии, хотя у вас вроде бы стабильный мужчина с достатком, да, который может себе позволить женщину беречь, понимаете? А есть мужчина, у которого нет таких ресурсов, да, но он отдаст последнее, понимаете? Ну вот она даст последнее, чтобы женщина была счастлива. Вот это я пример приведу. Видите, эта карта снова вернулась, потому что я говорю об этом. Если вы захотите, победите тему взаимоотношений с мужчиной, выберите правильного мужчину. Когда начинаете выстраивать отношения, будете правильно понимать, что за человек перед вами, да, как он себя ведет, насколько он готов вкладываться, насколько он готов что-то делать для вас, насколько вы для него ценны, и насколько для него делать что-то для женщины и так далее, да, это, ну, как бы такой важный и приятный момент. Это не то, что вогнать вас в какой-то долг или в обязаловку, или как бы для того, чтобы получить над вами какое-то чувство контроля. Вот. Поэтому вот это очень важный момент, вот, который вам нужно осознать, понимаете? Ну вот я же говорю, что вот именно вы боитесь, что через деньги будет контроль, что вы будете чувствовать, вы чувствовали себя так раньше, поэтому, может быть, вы там или боялись просить, или у вас было их мало от мужчины, поэтому было такое состояние. Но у вас это получится, понимаете? Нам показывают, если вы разберетесь именно с темой отношений, вот видите, королева мечей, если вы
разберетесь именно с ментальной частью этой проблемы, да, у вас откроются абсолютно новые горизонты в плане финансов и отношений с мужчинами. Это выйдет совершенно в другой уровень. Ну, я же говорю, вот видите, выйдет на другой уровень, то есть то, что вы хотели получать именно таким вот образом, оно обязательно придет к вам, как бы, понимаете, в жизнь именно, но уже по-другому. Вот. Уже через мужчину, уже через отношения, через семейный как бы очаг, понимаете, через это. Вот. Так, ну что, единички. Единички, 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 единички. Так, давайте заканчивать с вами. Вам совет. Ну, восьмерка пентаклей, видите, единички. Ну, у вас совет, у вас это очень получится. Немножечко поработать, помогите, знаете, пофиячите на эту тему. И то, что мы даже сегодня, как это посмотреть, для вас отразится. Загляните в прошлое, посмотрите мои расклады. Будут еще на канале расклады, которые эту тему вам подсветят. Поэтому все получится, понимаете, у вас все получится. Котик пришел, лапкой водичку эту прыгает, море большое, там рыбка плавает, понимаете, вот вы как тоже этот котик, вот подойдете, потрогаете водичку, да, и поймете, что вот, а там есть рыбка, и вы проработаете все эти эмоции, все эти страхи, да, и вы свою эту рыбку ухватите. Именно в этот момент, как я начала об этом говорить, что вы доберетесь до своего. Вот, ну что, единички, переходим к двоечкам, дорогие двоечки. Сейчас переключусь, энергия немножко другая, там ситуация другая, проблема немножко другая вообще ситуация. Давайте, двоечки, настраиваюсь на вас, что у вас происходит с деньгами сейчас, какое у вас сейчас финансовое положение, связано ли это как-то с мужчинами, потому что, видите, у единичек было напрямую связано с отношениями и вообще с отношениями с мужчинами. Королева мечей. Интересно, мы заканчивали расклад. У единичек на этой карте она снова вышла, хотя очень хорошо перемешала. Ну, сейчас она здесь совершенно другом. Видите, здесь мечи и восьмерка мечей. Ну, потому что у двоечек у вас, вы сейчас знаете, вот вы сейчас, тема финансов у вас стоит остро. То есть вы ощущаете, что вам не хватает. Вы хотите большего, вам нужно большего, но вы чувствуете, понимаете, что вот эта вот нехватка, вот эта скованность ситуации финансовой, она вас уже немножечко замучила. То есть у вас руки связаны, вы не знаете, что делать. Вот, то есть и вы как бы в принципе могли бы, наверное, какие-то новые горизонты заглянуть, но вот вы почему-то, мы сейчас разберем, почему вы абсолютно не понимаете, как выйти на новые какие-то финансы, деньги и вообще как поправить ситуацию с финансами. Интересно, сегодня первый, второй вариант. Разные, но мне кажется, могут быть и дополняющими. Семерка кубков. Семерка чаш. В общем, здесь, понимаете, у двоечек есть такой момент, что вы, видите, здесь даже и змея есть, и здесь лестница есть, понимаете, здесь и крылья дракона, здесь такая карта, вот не столько подсказок, понимаете, именно вот, понимаете, ну карта, в принципе, понятно, что она не таких сомнений, сложного эмоционального состояния, непонятно, что выбрать, да, непонятно, куда идти, но именно в плане финансов, понимаете, у вас почему так происходит? Потому что вы эмоционально не можете решить этот вопрос. И мне почему-то идет кто-то, знаете, вот разный общий расклад, кто-то боится получать большие деньги вообще в свою жизнь, неважно, от мужчины, от работы, неважно. Кто-то боится больших денег, да, есть такие страхи, это нужно прорабатывать, да. Кто-то вообще, в принципе, боится, что если будут деньги, будут проблемы, да, большие деньги, большие проблемы. Всякие разные такие стереотипы. Например, у вас еще есть, кстати, мысли, что если у вас будет достаточно своих денег, то у вас могут быть проблемы с мужчинами. Кстати, вот у двоечек есть такой момент. Если у единичек была немножко другая ситуация, то у вас, вы боитесь, что деньги могут стать проблемой в отношениях. Вот, это есть такой момент. Поэтому ну, давайте дальше разбирать, потому что много есть расклад общий, много есть неясностей. Королева кубков. Ну, понимаете, вот все-таки королева кубков выходит. Я сейчас сама пытаюсь понять вашу ситуацию на самом деле из потока и через карты, потому что ситуация непростая у двоечек. То есть, смотрите, вот давайте по порядку. У вас есть такой момент, что вы зажаты. Из потока сейчас немножко еще посмотрю, потому что очень важно. Вы зажаты, вы скованы, вы не знаете, как распорядиться, что делать, чтобы вырваться из того финансового круга замкнутого, который есть. Вы понимаете, что вы можете большего, хотите большего, но у вас есть какие-то, правда, какие-то эмоциональные ограничения, которые вам это не дают.
страхи денег, страхи заработать, страх переутомиться, там, не знаю, может быть, кстати, есть еще страх, чем заниматься, реализации. То есть много разных, понимаете, то есть здесь не один, у вас как будто бы в целом тема денег, она окутана большой эмоциональной проблемой. Понимаете? И нам показывают, для того, чтобы тема денег решилась, вам нужно именно эмоционально эту тему проработать, разобраться. Потому что здесь не в том, что вы там сидите и ничего не делаете, нам этого не показывают. Нет, здесь показывают о том, что у вас не решается ситуация с деньгами именно из-за каких-то страхов, сопротивлений, каких-то ваших установок по поводу денег. Вот очень много установок неправильных по поводу денег. Король мечей, я же говорю, очень много установок. То есть вроде бы вы могли бы быть, понимаете, на коне, у вас могло бы быть много денег, у вас могло бы быть, ну, как бы, понимаете, вот то, что вам нужно в финансах, но из-за того, что есть какое-то количество неразрешенных на эту тему установок, блоков и так далее, этого не получается, понимаете? И вы от этого страдаете, потому что вы чувствуете потенциал. Ты знаете, вот как будто бы вот рука вот мне идет, что как будто бы вот только может протянуть, и вы так это отдергиваете. То есть, может быть, вам какие-то предлагают проекты, вы от них отказываетесь. Может быть, вы боитесь, не знаю, там, вы привыкли работать на какой-то одной работе или делать одно что-то, вы боитесь сделать что-то новое или пойти на повышение, или, знаете, вот взять на себя больше обязанностей, вы понимаете, что там будет больше там, денег, возможностей. Это касается, кстати, отношений с мужчинами, да, 8 кубков. Но почему-то сейчас здесь меньше идет у вас про мужчин, здесь все-таки про вас, у двоечек, да, но про мужчин мне тоже было, да, но в большей степени про вас, что вы немножко не понимаете, куда идти в том плане, чтобы не просто вот вы, кстати, вот вы духовно очень развитая, вы эмоционально очень чувствительная. Может быть, кстати, вы боитесь вот этой ответственности или боитесь чрезмерной, как бы вот с деньгами как-то, знаете, связываться. Вам кажется, что вам как женщине нужно проявляться через эмоции, а деньги это не женское дело. Такое тоже может быть. Вот такие всякие установки, есть их там много разных. Я не могу сейчас их в раскладе все перечислить, потому что людей смотрит очень много, у всех разные. Если хотите, приходите, мы разберем это в личной консультации. Но здесь, понимаете, нужно вот именно ваши личные блоки. 6 пентаклей. Ну, я же говорю, что есть именно по поводу того, как деньги приходят, как они зарабатываются, как на них тратятся. Есть много установок, и даже поэтому у вас может много денег не хватать. Может быть, вы можете транжирить деньги или не можете управлять правильно ресурсом, да, вы можете спонтанно какие-то покупки делать, да. То есть здесь вообще, в принципе, о том, как вы с деньгами обращаетесь, как вы как бы ими управляете, как бы направляете, управляете ими, понимаете, на что вы их тратите. Вот. Поэтому здесь выходит 8 пентаклей и 8 чаш. Но ведь видите, я же говорю, что проблема решаемая, то есть здесь абсолютно может быть у вас изобилие на эту тему финансов, если вы разберетесь со своими эмоциями, понимаете? То есть у вас, опять же, вот если вы сядете, разложите, пропишите, возможно, все свои страхи. То есть я боюсь денег. Почему? Или там я не хочу боюсь больших денег, да? Или что со мной произойдет в моей жизни, если у меня будет достаточно денег? Или, например, если я пойду на повышение, да, или у меня там будет такая-то должность или такой-то проект, да, то что произойдет? Чего вы на самом деле боитесь? То что вас там пугает, что вас останавливает? Потому что вот еще, кстати, здесь момент, вот сейчас проверим, мне идет почему-то, что из потока, что вы, может быть, немножко боитесь, вот то, что я вначале сказала, быть успешнее, сильно успешной, что, может быть, тогда мужчина вас не догонит. И вы себя немножко упрощаете под мужчину, в том числе в финансовом потоке. Ну, 100%, понимаете? 10 кубков. Видите, вот у Единчик тоже была тема отношений. Вот у вас только другой. Там было пентакли. Здесь вы боитесь, что у вас тогда проблемы могут быть в отношениях. Понимаете, что тогда ну вот видите, я же говорю, что если у вас будет в финансах хорошо, много, и вы будете сама хорошо зарабатывать, то вы боитесь, что в отношениях начнутся проблемы. Вот, поэтому вы выбираете ждать с моря погоды, мучаться проблемой финансов, вы не можете найти выхода. Вот. То есть здесь абсолютно, вот у двоечек это абсолютно такая, знаете, вот штука, установка. То есть у вас есть возможность зарабатывать, вы умеете зарабатывать, но вы просто боитесь быть успешной по разным причинам. Вот.
Может быть, знаете, у некоторых бывают такие установки, что вот я там буду успешной, со мной там не будут дружить, даже там про друзей и подруг. Или там я там, потому что многие, когда начинают много зарабатывать, у них меняется круг общения, и старые друзья уже, потому что меняется круг интересов, меняется способ. Я же говорю, что вы боитесь, что вы можете остаться одна, и вот эти вот ваши возможности, вы немножко от них отказываетесь. А нам показывает, что вам нужно их брать. Если у вас растет доход, у вас и растут и мужчины, которые вам будут притягиваться, и люди, которые будут вам притягиваться, и окружение будут меняться, и возможности будут меняться, а вы себя немножко можете уменьшать под ситуацию. Поэтому здесь я же говорю, что расклад общий, очень много разных, может быть, вариантов блоков, но вот я вам сказала такие основные. Напишите в комментариях, узнали вы себя или нет. Но понимаете, вот я же говорю, сегодня уже единичка говорила, сегодня очень спокойное такое море, спокойная погода, и состояние у меня очень спокойное. То есть да, вы, конечно, мучаетесь этой темой, но вы знаете точно, что вы решите, разберетесь с этим вопросом. То есть вы постепенно даже сейчас находитесь в процессе этого решения. И самое главное, что у вас сейчас, в принципе, денежка есть. То есть вы больше эмоционально, больше мысленно вы загоняетесь. Опять же, как у единичек, не сказать, что вам там нечего есть. Даже вот я скажу, что у вас даже есть чуть-чуть больше, чем там, может быть, и нужно. То есть не сказать, это даже может быть, знаете, вот у вас даже может быть изобильное состояние. Вы чувствуете, что вы, может быть, очень изобильной женщиной в финансовом смысле, но вы немножечко себя преуменьшаете для того, чтобы не быть, знаете, такой белой вороной, там, может быть, в вашем окружении, чтобы легче было найти мужчину, потому что у вас есть установка, что если у мужчины больше денег, то так легче там познакомиться, или такого мужчину легче найти. Ну, что-то вот разные у меня такие идут из потока, всякие разные такие мысли. Ну вот да, видите, 7 жезлов. И да, ну понимаете, ну вот если, сейчас я вам еще вытащу, и семерка жезлов, да, она вышла, и вот еще 2 карты мне прям идут. Да, 6 мечей и 7 мечей, понимаете, вот то, что я и сказала, что, видите, это связано все-таки страх, что с мужчинами не будет получаться, поэтому вы себя, знаете, как бедная родственница. Я такая несчастная, мне нечего, помогите. То есть вам кажется, что такой как бы женщине мужчина поможет. Вот, то есть вы хотите, чтобы любовь была именно такой вот помощью для вас, спасатель, мужчина-спасатель. А вам не нужен мужчина-спасатель, пусть будет как бы мужчина равный, понимаете, в гармонии отношения, как бы в гармонии пусть будут. Пусть это будут отношения, в которых будет развитие, понимаете, с собой и с мужчиной, и вашей финансовой тоже истории. Поэтому сегодня очень, я, знаете, вот второй вариант, я даже сама пыталась понять, что там у вас происходит. И даже вот еще одну карту вытащу, проясним еще для двоечек, что еще там у вас в финансах. Ну вот, понимаете, все то, что я и сказала, вы очень хотите просто счастливую семью. Вот понимаете, очень похоже, как у единичек. Но вы боитесь, что или что, может быть, вы недостаточно хороша в деньгах, или там, что вы, может быть, недостаточно там еще что-то, или наоборот, вы боитесь, другая крайность, что вот у вас будет много, и тогда там, а как я там, мужчина подумает, что я там больше его зарабатываю, как это будет влиять на наших отношениях. То есть вы боитесь, что, понимаете, гармонии не будет, но вам показывают, что у вас будет, вы разберетесь со своими вот этими всеми установками, их не так-то много, да. Правда, если вам нужна помощь, напишите мне в директ Телеграм, и я вам за несколько минут просто разложу, просмотрю через канал, через карты, через поток, через ясновидение, и просто вам по пунктам все разложу, все, что вам мешает именно вам, потому что расклад общий, понимаете, я смотрю именно вот, знаете, общее поле. Когда я смотрю конкретного человека, для меня это доли секунды для того, чтобы просто все просканировать и вам это все передать, и вы сразу же закроете те места и сможете решить эту ситуацию, понимаете, потому что она показывает, что вы это легко можете сделать. Сделайте сами, пропишите себе, да, какие у вас есть установки, что вам мешает, почему вы немножечко не хотите, понимаете. Ну, башня, вот мне идет все-таки, видите, что вот у вас были какие-то вот неправильные установки, которые, они даже разрушали, может быть, отношения ваши уже в прошлом. Поэтому, может быть, были проблемы из-за денег в отношениях. И вы, дорогие двоечки, у вас все на самом деле, вот все с денежкой будет хорошо, денежка будет стабильность, и у вас она сейчас уже есть, но она будет именно такой, как вы хотите, со спокойными чувствами, понимаете, со спокойными эмоциями. Поэтому вы с этим абсолютно разберетесь, и вы и сама по себе, и в отношениях у вас это будет, понимаете, не будет проблемой. Да. Ну, вы уйдете из этого, понимаете. Вот я вижу, что проблемы эти уходят, вы абсолютно разберетесь с этим. Сейчас масса тревог и страхов на тему денег, но у вас есть очень много знаний, понимания, у вас есть возможности, ресурсы с этим справиться, понимаете. Вы уйдете именно в духовную часть, отшельник, вы уйдете немножко в себя, поработаете с этим, и вы выйдете совершенно на новый уровень
скажем так, именно, понимаете, этого вопроса финансов. Ну, видите, вот я же говорю, что все наладится. Гармония в этом вопросе, она у вас будет 100%. Ну, в общем, такой сегодня расклад. Интересная новая тема. Затронули тему финансов и мужчин одновременно. Напишите в комментариях, насколько вам понравился сегодняшний расклад, насколько срезонировало оба варианта, какой-то один из вариантов. Вот. Пишите обязательно в комментариях обратную связь, ставьте сердечко какое-нибудь в комментариях, чтобы я поняла, что вы прочитали послание, которое сегодня было в потоке, оно вам срезонировало. Если вы поделитесь какими-то мыслями, я с удовольствием всегда отвечаю на ваши комментарии. Вы можете стать поддержкой моего канала и выражать благодарность и принимать расклады и поток через кнопочку Thanks, через Membership. В общем, присоединяйтесь к каналу, подписывайтесь, если вы хотите увидеться снова. С вами была Ева, и мы с вами увидимся снова на канале. Королева Пентаклей для вас. Я даже эту карту, где там она сейчас, я ее так это сейчас, вот, сейчас. Оба, королева Пентаклей, ну такая она просто здесь классная, понимаете, вот это, а вы такая, понимаете, вот будете с деньгами, со всем, что вам нужно. У вас будет прям все. Вторую карту. Вот тоже девятка Пентаклей выходит. Эти карты сегодня выходили. Понимаете, результат, если вы разберетесь с этими темами, он абсолютно будет, вот понимаете, вот такой. То есть у вас будет и денежка, и счастье в отношениях, вы будете чувствовать себя королевой, понимаете, независимо от того, это с мужчиной или вы там сами, понимаете. Ну, то есть это будет очень-очень-очень-очень все классно решаться у вас. Пытаюсь поймать фокус на картах, ну вот, видите, можете себе заскринить. Поэтому сегодня вот такой вот классный расклад. Я надеюсь, вам сегодня это все было полезным. Ну что, увидимся на канале. С вами была Ева. Пока.